Южная Азия. Расположена на Индийском субконтиненте. Она отделена Гималаями и Гиндукушем от остальной Азии. Этот регион не зря называют субконтинентом. В этом месте сложились особая многовековая цивилизация, в которой переплелись элементы индуизма, ислама и буддизма. Здесь расположены 3 крупные густонаселенные страны – Индия, Пакистан и Бангладеш, а также страны поменьше – Шри-Ланка, Мальдивы, Непал и Бутан. Афганистан мы рассматривали в другом выпуске. Эту страну в разных источниках относят и к Юго-Западной Азии, и к Центральной Азии, равно как и к Южной Азии. Это говорит о том, что Афганистан связан неразрывно со всеми этими частями Азии. Взаимоотношения стран здесь очень непростые. Индия недавно обогнала Китай по численности населения и стала самой населенной страной мира. Южная Азия – это самый густонаселенный регион нашей планеты. Здесь проживает около 2 миллиардов человек. Это четверть населения всей Земли. Почему большую часть Южной Азии выделяют в отдельный субконтинент, и о непростом взаимоотношении стран на нем пойдет речь в этом видео. Начинаем! Итак, почему полуостров Индостан – это субконтинент? Чем же этот участок суши так отличается от всего остального материка? По теории литосферных плит полуостров Индостан является, так сказать, неродным для Азии. Индостанская плита изначально была частью древнего континента Гондвана. После отделения от Гондваны, соединенных Мадагаскара и Индии 90 миллионов лет назад, индийская плита также отделилась и от Мадагаскара. Она начала двигаться на север, приблизительно на 20 сантиметров в год. Примерно за 40 миллионов лет индийская плита покрыла расстояние от 2 до 3000 километров. Двигалась она быстрее, чем любая другая известная плита, и столкнулась с Азией примерно 50 миллионов лет назад, и продолжает сталкиваться и в наше время, образуя сравнительно молодую, но самую высокую горную цепь в мире – Гималаи. Особенности географического положения Южной Азии сформировали здесь необычайно влажный климат. С одной стороны, в конце лета, со стороны Тихого океана под действием муссонных ветров в регион приходит огромное количество осадков. С другой стороны, высочайшая горная система в мире Гималаи встает перед ними неприступным барьером, тем самым не давая влаге пройти дальше, и как следствие огромное количество воды обрушивается на этот регион. Во время юго-западного муссона в большинстве регионов страны выпадает вплоть до 80% их годовой нормы осадков. Несколько недель подряд непрерывно выпадают осадки, которые льются стеной, затапливая населенные пункты и не давая людям выйти на улицу. В период сезона дождей происходят постоянные наводнения. Часть Индии, Пакистана и Бангладеш каждый год буквально стоит по пояс в воде. Реки выходят из берегов, унося тысячи жизней каждый год. В Индии даже вместо стандартных 4 времен года выделяют 6 сезонов. Весна, лето, сезон дождей, осень, преддверие зимы и зима. Годовой уровень осадков, отмеченный в деревне Маусерам, штат Мегхалая, составил 11 871 мм. По версии книги рекордов Гиннесса, этот показатель является рекордом не только для Индии, но и для всего мира. Дождь в этом месте, не считая зимы, идет постоянно. Здесь зонтом от дождя не спасешься. Люди надевают на голову сразу огромный панцирь из бамбука и листьев бананового дерева. В Мегхалае люди строят живые мосты, так как обычное постоянно смывает. Местные жители оптимистично шутят, что есть 2 сезона – сезон дождей и сезон ремонта крыш. В сравнении, в самой дождливой части Великобритании, Шотландии, которые часто сетуют на дождливую погоду, в год выпадает примерно в 10 раз меньше осадков. Помимо Индии и Бангладеш, Южная Азия включает в себя Пакистан, Бутан, Непал, Шри-Ланку, Мальдивы и туда же включим Афганистан.
Все страны этого региона относительно бедные и имеют низкий уровень жизни и низкую среднюю продолжительность жизни. В последние годы в регионе резко снизилась рождаемость и уровень жизни несколько растет. Страны Южной Азии стали ткацкими фабриками человечества. Большинство одежды в мире производят именно в этих странах. В Индии развиваются интернет-технологии. Есть своя космическая программа. Все страны Южной Азии – крупные производители риса, табака и пшеницы. Индия занимает первое место в мире по такому показателю, как площадь пахотных земель, которая составляет приблизительно 160 миллионов гектаров. Вообще в Южной Азии из-за благоприятных климатических условий в отдельных регионах получается собрать в год 3 сезона урожая. В частности, в Индии они называются Хариф и Раби. Это основные сезоны сбора урожая, а Заид – короткий и второстепенный. Благоприятные условия способствовали увеличению плотности населения в определенных местах. Река Ганг стала одним из символов Индии, такая чистая в горах, где в ней еще можно купаться. Однако ниже по течению все выглядит ужасно. Бассейн реки Ганг – это самая густонаселенная часть Индии, а ее дельта, впадающая в Бенгальский залив, считается крупнейшей в мире. Это также один из самых плодородных регионов на Земле. Расположена дельта на территории Бангладеш. Страна почти полностью находится в дельте реки и чуть выше уровня моря. Если не считать карликовые государства, Бангладеш – самая густонаселенная страна в мире. На территории, примерно как в Таджикистане, проживает население больше, чем в России, и в 16 раз больше, чем в Таджикистане. В индуизме Ганга – это женщина, пославшая очищение от скверны умерших людей, дабы могли они перейти в другую жизнь с чистой кармой. Посылая воду на Гималайские горы, Ганга собирает их в реку, которую назвали индусы ее светлым именем. Индия и Шри-Ланка – крупнейшие производители чая в мире. В 2021 году правительство Шри-Ланки запретило ввоз удобрений в страну, что послужило обрушению сельского хозяйства. Об этом мы поговорим позже. Пакистан – крупный производитель цемента и один из мировых центров производства хирургических инструментов. Бангладеш – один из мировых лидеров в производстве джута. Крупным мировым научным центром стал Бангалор, который называют Индийской Кремниевой долиной. Программисты Индии очень ценятся в мире IT-бизнеса. Индия – один из крупнейших производителей лекарств в мире. Хотя ВВП Индии по паритету покупательной способности является третьей страной в мире, в связи с огромной численностью населения страны, этот показатель не показывает ее контрастный уровень жизни. Примерно 150-200 миллионов индийцев живут с уровнем жизни, как в развитых странах. Но большая часть населения страны живет бедно. 300 миллионов индийцев не имеют доступа к электричеству. 44% населения Индии живет менее чем на $5 в день. Грязь, антисанитария, проблемы с канализацией характерны для Индии, Пакистана и Бангладеш. По уровню жизни все страны Южной Азии достаточно бедные. Непал, Бутан и Бангладеш входят в группу наименее развитых стран мира. Мальдивы и Шри-Ланка имеют чуть более высокий уровень жизни, чем остальные страны региона. На острове Шри-Ланка живут два крупнейших народа – сингалы, живущие на большей части острова, исповедующих буддизм, составляющий почти 75% населения острова, и тамилы, которые исповедуют индуизм и составляют 12% населения острова, живущие в северной и восточной частях острова. С 1983 по 2009 год шла длительная гражданская война, периодически затухая и разгораясь вновь. Эту войну вели тамилы из движения «Тигры освобождения Тамил» и «Лама» и правительственные войска острова. В период гражданской войны тамилы были практически независимы. На карте представлена территория, на которую претендовало провозглашенное ими сепаратистское государство Тамил-Илам. Однако в ходе серии войн тигры потерпели поражение. В настоящий момент конфликт почти затих,
сторонники независимого Тамил и Лама участвуют в работе парламента и добиваются автономии региона в составе Шри-Ланки. Лишь незначительная часть боевиков, бывших тигров, продолжает партизанскую войну в джунглях. До недавнего времени рост ВВП страны составлял 5% в год. В наше время неудачная аграрная реформа, спад туристов из-за пандемии, рост цен на топливо в мире привело к тому, что Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис за все время ее существования. В стране закончился бензин, людям не хватает еды и медикаментов, а Центральный банк вынужден допечатывать и без того обесценивающиеся деньги, чтобы хоть как-то платить по счетам. В результате островное государство захлестнули массовые протесты, которые привели к свержению правительства. Кризис назревал уже давно. Например, уже в 2017 году, будучи не в состоянии расплатиться с долгами, власти Шри-Ланки отдали Китаю в аренду на 99 лет порт Хамбантата. В Индии с беспокойством следят за ростом китайских инвестиций в Шри-Ланку, опасаясь, что усилившаяся зависимость страны от Пекина приведет к утрате политического влияния Нью-Дели. Решение снизить налоги, чтобы привлечь голоса избирателей, еще больше истощило бюджет. Сильным ударом стала пандемия коронавируса. Из-за нее объем туристического сектора сократился в 5 раз. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны на Мальдивы, а позже в Сингапур на фоне протестов. Глубочайший экономический и политический кризис на Шри-Ланке продолжается. Крупнейшей проблемой Южной Азии является проблема принадлежности региона Кашмир, который происходит между Индией и Пакистаном. Сама Кашмирская долина очень благоприятна для жизни региона. Летом, в отличие от жарких Индии и Пакистана, здесь нет испепеляющей жары, а зимы мягкие, со средними температурами чуть выше 0 градусов. Начать эту тему можно с того, что территория полуострова Индостан на протяжении нескольких веков была сначала колонией Португалии, затем колонией Великобритании. Даже после того, как Британская Индия перестала существовать, Португалия держалась за свои колонии Дадра и Нагар-Хавелли, которые Индия захватила в 1954 году. Позже, в 1961 году, индийскими войсками силой был занят и Гаа, последний оплот присутствия Португалии на полуострове Индостан. Португалия признала суверенитет Индии над всеми этими районами лишь в 1974 году. Британская Индия в 1947 году распалась. Жемчужина британской короны, так говорили о Британской Индии. Богатейшая колония 2 столетия снимала сливки с региона и питала метрополию. К моменту обретения независимости ее колониальные страны стояли над пропастью. Возник вопрос, как делить Британскую Индию? На территории Британской Индии были внутренние конфликты на религиозной и национальной почве. В западной части колонии население было мусульманским, центральная часть исповедовала индуизм, а восточная часть Британской Индии, где проживали бенгальцы, как и западная часть, исповедовали ислам суннитского толка. Доверили раздел такой огромной территории британскому юристу Сирилу Рэдклиффу, который до этого никогда не бывал в Индии. Инструкции требовали от него провести границу так, чтобы она разделяла территории с мусульманским и немусульманским населением, при этом учитывая прочие факторы. Что такое прочие факторы, не разъяснялось. Однако было очевидно, что нужно учитывать естественные границы, дороги, источники воды и ирригационную систему, а также социально-политические факторы. Работа была завершена за 5 недель без присутствия экспертов и обсуждений спорных территорий. Перед отбытием Рэдклифф уничтожил все свои бумаги, в результате чего теперь невозможно узнать причины многих странных решений, касающихся проведения линии границы. Индия и Пакистан побоялись нарушить навязанное им соглашение о границе, но противоречия усилились кратно. Важнейшие для сикхов территории перешли Пакистану, обстановка накалялась. Пенджаб стал камнем преткновения для обеих сторон. Восточная Бенгалия и Западный Пенджаб приняли решение о присоединении к Пакистану. Западная Бенгалия и Восточный Пенджаб стали частью Индийского союза. Почти все княжества и штаты Британской Индии присоединились либо к доминиону Индии, либо к доминиону Пакистану.
Одним из основных исключений было самое богатое и могущественное княжество Хайдарабад, которое предпочло сохранить независимость. Индия вторглась в этот штат в 1948 году после разрушительной экономической блокады. Позже был подписан документ о присоединении этого княжества к Индии. Раздел британской колонии сопровождался жестокими столкновениями мусульман и индусов. Неопределенный статус Кашмира, области на северо-западе полуострова, делал мирные отношения двух доминионов невозможными. При разделе Британской Индии населенные индуистами регионы включались в Индию, населенные мусульманами – в Пакистан. Но населенный мусульманами Кашмир отошел к Индии. Это произошло потому, что правивший княжеством Джамму и Кашмир правитель Хари Сингх был индуистом. Впоследствии между Индией и Пакистаном произошли 3 кровопролитные войны, в результате которых регион Кашмир был разделен. Часть территории отошла к Пакистану, Азад-Кашмир и Гилгит-Балтистан. Большая часть осталась под контролем Индии. При этом официального разграничения не произошло. Индия считает свои территории и контролируемые Пакистаном районы, а Пакистан считает весь штат Джамму и Кашмир частью формально независимого государства Азад-Кашмир. Восточная высокогорная часть Кашмира под названием Аксай-Чин контролируется Китаем после Индийско-Китайской войны 1962 года, в которой Китай одержал верх. А после этого в 1963 году Пакистан мирно передал оспариваемую территорию, долину реки Карченбулак, Китаю. «Враг твоего врага – твой друг». Пакистан это понял и пошел на дальнейшее сближение с Китаем. В наше время эти страны стратегические союзники. И так возникла довольно необычная геополитическая ситуация. В центре полуострова Индостан образовалось государство Индия, исповедующее индуизм, а по его краям образовалось другое государство – Пакистан, исповедующее ислам. Западный Пакистан доминировал над Восточным и постоянно враждовал с Индией, в отличие от Восточного Пакистана. Столица Объединенного Пакистана вместо нестабильного и перенаселенного Карачи переехала в только недавно отстроенный город Исламабад, тем самым еще больше ухудшив настроение Восточного Пакистана. Западный и Восточный Пакистан были отделены друг от друга более чем 1500 километров индийской территории. Сообщение между ними было возможно либо по воздуху, либо по морю. По суше это было слишком проблемно из-за плохих отношений с Индией. Запрещение бенгальского языка как официального, неравномерное распределение бюджета в пользу Запада вызвало подъем бенгальских националистических настроений и движение самоопределения в Восточном Пакистане. Последней каплей стал циклон Бхола. Ну как сказать каплей? Это был один из самых разрушительных и смертоносных тропических циклонов в истории человечества. На 13 островах вблизи Читтагонга выживших не было. На самом крупном острове Бхола не осталось ни одного здания. Система оповещения жителей Бангладеш сработала очень плохо, и большинство из них было застигнуто ужасным ураганом врасплох. Точное число жертв циклона определению не подлежит и оценивается в промежутке от 300 тысяч до 500 тысяч человек. По другим данным, в несколько раз больше. Восточный Пакистан буквально сдуло, а потом смыло. Эти 3 дня жители Бангладеш запомнили на всю жизнь. Причем подготовка и устранение последствий циклона со стороны правительства оценивалась очень плохо. Жизнь в Восточном Пакистане была парализована. Возмущение населения правительством достигло пика. Как следствие, в 1971 году началась карательная операция «Прожектор» против народа Восточного Пакистана. Целью операции было массовое уничтожение бенгальских националистов, студентов, интеллигенции, религиозных меньшинств и вооруженных лиц. Эта операция вылилась в полномасштабную войну за независимость с участием Индии на стороне будущего Бангладеш. Теперь в регионе шли 2 войны одновременно. Война за независимость в Восточном Пакистане и 3-я Индо-Пакистанская война. Индия вступила в войну за независимость после того, как Пакистан нанес упреждающие воздушные удары по Северной Индии. Последующая Индо-Пакистанская война развернулась на 2 фронтах.
Кроме открытого противодействия Индии с Восточным Пакистаном против Западного Пакистана, косвенно в конфликте принимали участие и СССР на стороне Восточного Пакистана, а США и Китай на стороне Западного Пакистана. В те годы шла холодная война по всем фронтам. В конце 1971 года Восточный Пакистан становится независимым государством Бангладеш. Для Пакистана война была полным и унизительным поражением. Страна была деморализована, Пакистан потерял половину своего населения и значительную часть своей экономики, а также потерпел неудачу в своей геополитической роли Южной Азии. Союзники и противники Пакистана четко выявились. Пакистан не простит СССР помощи Индии, а также содействия в независимости Бангладеш. И в гражданской войне в Афганистане Пакистан будет выступать на стороне маджахедов, представляя им всевозможную помощь. В свою очередь, во время десятилетней войны в Афганистане финансовую и военную помощь Пакистан начал получать от США. В Пакистане находилось 117 учебных центров и лагерей подготовки афганских боевиков. Хотя в афгано-пакистанских отношениях тоже не все так просто. В наше время расстановка сил поменялась. Китай поддерживает Пакистан, который в свою очередь поддерживает Афганистан, а США поддерживают Индию, давнего врага Китая. В 2020 году между Индией и Китаем произошел очередной конфликт в высокогорном районе Аксай-Чин, в результате которого погибли 20 индийских и 30-40 китайских военных. Граница между Индией и Китаем также не демаркирована. Помимо Аксай-Чина, Индия и Китай имеют конфликт в Южном Тибете. Эта территория расположена в восточных Гималаях и контролируется Индией. Территория населена тибетско-бирманскими народами, но включена в состав Индии под названием Аруначал-Прадеш. Китай считает эту территорию частью Тибетского автономного района. Так как границы между Индией и Китаем взаимно не признаны между странами, существует так называемая линия текущего контроля длиной более 4000 километров. Спорные территории, контролируемые Индией, мало изучены. На них запрещено или крайне ограничено посещение иностранцами. Между Индией и Китаем на гористой местности расположены две страны Южной Азии – Бутан и Непал. Непал пытается поддерживать хорошие отношения как с Индией, так и с Китаем, а вот Бутан лицом повернут именно к Индии. Между Индией и Бутаном доверительные отношения. Бутан же, например, не имеет дипломатических отношений с КНР в принципе, так же как и с США и с Россией. Граница между Бутаном и КНР закрыта с 1959 года. Тогда из Тибета в Бутан хлынул поток беженцев. Наиболее напряженные отношения сложились у Бутана с Китаем после 1961 года, когда КНР выдвинула Бутану ряд претензий по отдельным участкам границы. Бутан – маленькое королевство, долгое время закрытое от туристов. Жители называют свое королевство страной дракона-громовержца, а короля – громовым драконом. Бутан – единственное государство мира, чьей официальной религией признан тантрический буддизм. Король Джигмек Хесал Намагьял Вангчук – это самый молодой монарх в мире. Если не брать в расчет еще более молодого Ким Чен Ына, высшего руководителя КНДР и генсека Трудовой партии Кореи. Намгьял очень популярен в своей стране и за рубежом. По всей Азии, не только в ней, существуют клубы поклонниц молодого монарха, от Индии до Индонезии. Уровень жизни в Бутане определяется интересным показателем – индексом счастья и улыбок. Его фиксацией и улучшением показателей занимается Министерство счастья во главе с премьером. В ходе последней переписи на вопрос «Счастливы ли вы?» 45% населения ответило на этот вопрос «очень счастлив», 51% «счастливы» и только 3% «не очень счастливы». В Бутане действует строгий запрет на коррупцию, и, как ни странно, он работает. Бутан – это большой заповедник. Здесь запрещено наносить вред экологии. Все продукты на 100% натуральные, так как здесь запрещены все виды химических удобрений. При том, что Бутан – аграрная страна. Для более чем 80% населения сельское и лесное хозяйство является главным источником доходов. Главным экспортным товаром является экологический рис, фрукты и электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями. Королевство полностью обеспечивает себя продуктами питания и одеждой. Здесь разрешен только раздельный сбор мусора.
Западнее Бутана в центральных Гималаях расположен Непал. Это самая высокогорная страна в мире. Около 40% ее территории расположено на высоте более 3000 метров. 4/5 страны покрыто горами. Здесь расположены 8 из 14 высочайших вершин мира, включая Эверест, самую высокую гору планеты. Непал является одним из самых бедных государств мира и по классификации ООН принадлежит к группе наименее развитых стран. За чертой бедности находится 21% населения. Официальный уровень грамотности – 66% населения. С 2018 года страной управляет Коммунистическая партия Непала. Климат уникален своей разнообразной гаммой. На небольшом пространстве от тропического до аналога арктического. Величиной осадков от 250 до 3500 мм. Здесь банановые пальмы и северные березки почти соседи, а снежный барс обитает неподалеку от мест, где водятся тигры и носороги. В Непале родился последний Будда Шакьямуни. Считается, что все Будды, приходящие в мир, будут рождены в этой местности. На юге Непала находится Лумбини, место рождения Будды Шакьямуни, который родился в 623 году до нашей эры. В ходе раскопок был обнаружен древний камень, отмечающий точное место рождения Будды. Непал – одно из немногих государств Азии, которое никогда не было захвачено или колонизировано. Попытки колонизации предпринимались британской армией в 1816 году, но вскоре закончились подписанием мирного соглашения. В Непале уже тысячи лет сосуществуют друг с другом 4 религии – традиционный шаманизм, индуизм, буддизм и бон. Даже самая младшая из них может потягаться в длительности истории с христианством. Старейшие берут начало задолго до нашей эры. В Непале есть священная гора Мачапучари, восхождение на которую запрещено. По преданию, на ее вершине сидит индуистское божество Шива и курит трубку. В противовес самой высокогорной стране мира Непалу можно противопоставить государство, расположенное на 1-2 метрах над уровнем моря. Мальдивская республика расположена в экваториальных водах Индийского океана примерно в 700 километрах от юго-западу от Шри-Ланки. Цепь из 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков. Островки ненамного возвышаются над уровнем океана. Самая высокая точка архипелага на южном атолле Аду – 2,4 метра. Большинство населения исповедует ислам суннитского толка. Основной доход в стране приносит рыболовство и туризм. В последние несколько десятилетий океан стал нагреваться почти на 40% быстрее, чем это было еще в середине прошлого века, а уровень воды растет ускоренными темпами. К настоящему времени средний уровень Мирового океана повысился с 1900 года примерно на 21 сантиметр. Существуют разные сценарии глобального потепления и модели увеличения уровня Мирового океана. Если мировое сообщество никак не повлияет на объемы выбросов метана и углекислого газа в атмосферу, то через 80 лет можно ожидать повышения уровня Мирового океана как минимум на 30 сантиметров. При самом худшем сценарии на 2,5 метра. 80% территории Мальдивских островов находится на отметке в 1 метр над уровнем моря, то есть государство через 100 лет может вовсе уйти под воду. Южная Азия поистине регион контрастов. Государство здесь находится или высоко в горах, или почти в океане. Роскошь и нищета здесь очень ярко выражены. Страны, живущие рядом и имеющие одну историю, по сути, один и тот же народ в наше время заклятые враги с ядерным оружием. Южная Азия – это свой, не похожий ни на какой другой отдельный мир. Континент в континенте. С вами был канал «Просветись».